Друзья, всем привет! Меня зовут Татьяна Сиваченко, и это канал «Знания для жизни». И сегодня у нас в гостях очень интересный гость, а точнее гостья, зампредседателя Объединенной гражданской партии, а также пресс-секретарь Светланы Тихановской Анна Красулина. Анна, здравствуйте! Добрый день! Анна, у вас столько много названий ваших должностей, но в то же время вы же женщина, вы мать, жена. Расскажите немножечко о себе, как вы вошли в политику, тем более в такую высокую, на такой уровень? В 2006 году я чуть-чуть имела такое небольшое касательство до работы штаба Миленкевича. Мой муж там помогал в экспертном отделе, они работали. А я так буквально потом в текстах запятые там окончательных правила. И в 2006 году так получилось, я работала, у меня была прекрасная должность. Но в итоге после событий 2006 года, после площади, меня без объяснения причин в течение 2 часов накануне Чернобыльского шляха меня быстро-быстро сократили за 2 часа. Друзья, если кто-то не знает, Анна по профессии филолог. Анна, что вы заканчивали? По образованию филолог. Я закончила Московский государственный университет, филологический факультет, и закончила еще аспирантуру факультета государственного управления Московского государственного университета. Получается, что вы россиянка. Я выросла на Урале. Хотя моя мама с Кубани и девичья фамилия ее Чижевская. Но выросла я в итоге на Урале, училась я потом в Москве, прожила там долгое время. Я сначала работала, потом училась. Там вообще интересная история. Работала на ЗИЛе, чтобы учиться на подготовительных курсах. Да, лимитчики. Тот квартал, который в 2001 году взрывали, это квартал как раз ЗИЛовских лимитчиков. Помните, были взрывы в Москве такие для того, чтобы Путин стал президентом? Очень интересная история. Так что я могла бы там жить, если бы я не пошла в университет. Значит, это было... в университет я поступила в 89-м году, да. А закончила я аспирантуру уже в 2004-м. Потому что за время университета было много историй разных, связанных и с тем, что у меня родилось 2 детей, за это время они подросли, я вышла замуж. Но до этого еще так получилось, я попала в ДТП, очень сильно переломалась, и был такой период восстановления некоторый, когда я на костылях и вышла замуж. В общем, такая была история. Очень интересно. Вы жили в России, вы, по сути, имели российское гражданство, а вышли замуж за белоруса. Это совершенно нормальная история, я считаю, никакой тут нет ничего такого необычного. Мы встретились, это был 93-й год. В 93-м году я вышла замуж за своего мужа, который минчанин. Он мне сразу сказал, что жить мы будем в Минске, сказал мне он, в Беларуси. Я думаю, господи, 2-й курс, разберемся, до 5-го еще далеко, там увидим, думала я, и была совершенно уверена, что я говорю, да, не вопрос, дорогой. А потом так получилось, что мы регулярно, естественно, посещали Минск на все там праздники, на Новый год, на 8 марта. Летом мы ездили к моим туда на Урал, на большие каникулы, а на короткие, тут очень близко, от Минска до Москвы, это 8 часов, это за ночь просто доезжаешь в одну сторону, то есть можно на выходные ездить. По крайней мере, раньше это было нормальным. И мы регулярно, бывали в Минске. И за это время я, во-первых, увидела Минск, потом я увидела Беларусь, я увидела мир. Когда я увидела Мирский замок, это, я вам скажу, я как встала, у меня как челюсть упала. Мне муж повернулся и говорит, подожди, говорит, я же тебе рассказывал, что Беларусь – это страна европейских замков, это страна
европейской куртуазности, европейской истории, европейской культуры. Чего ты удивляешься? Я говорю, понимаешь, пока ты рассказывал, то ты рассказывал. Ну, то есть, как всегда, знаете, как рассказывают. Но когда ты своими глазами видишь, что Беларусь совсем не Россия, вот совсем, от слова совсем, в России нет замков, в России нет костелов практически, Россия другая страна. Ребята, Россия другая страна совсем. И когда ты это видишь, я совершенно иначе стала относиться ко многим вещам. Вот после этого я гораздо более внимательно послушала, да, и своего мужа, который историк, и который тоже для него, когда это стало открытием, когда он попал в запасники Ленинской библиотеки в Москве и подержал в руках Библию Скорыны, когда он подержал в руках рукописи, открывались тогда, это было вот начало 90-х, открывалось на некоторое время, это для доступа, по крайней мере, для студентов ИСТФАКа. И он, когда это увидел, и выяснилось, что история Беларуси, которую пишут в учебниках вот Советского Союза на тот момент, да, но сейчас это и в учебниках российских так и осталось, как я понимаю, что оно не совпадает с тем, что написано в реальных рукописях. И вот когда ты это начинаешь понимать, и когда ты начинаешь к первоисточникам обращаться уже, то вдруг оказывается, что вот так, другая ситуация совсем другая. И тогда, и для меня, например, в этом смысле, да, я всегда очень, я с детства, для меня принципиальным является вопрос справедливости. И мне важно, чтобы было справедливо. И если я вижу, ложь в учебниках, манипуляции, передергивание, да, и я начинаю понимать, что подождите, то есть это совсем не так. А тогда как? И тогда, зачем не так? Зачем не так? Почему не так? Вот для чего это было сделано, да? И тут я начинаю понимать, что вот эта вот советская история, она была построена на таких вещах, начиная с вот этого, с передергивания истории, с переписывания. Для всех республик это было сделано. Когда ты читаешь про этих диких среднеазиатов, там, я не знаю, я даже слова не хочу говорить, как у нас среднеазиатов всегда в Советском Союзе называли, да, что пришла Россия и принесла культуру на их земли. Ребята, культуру на какие земли? На земли Самарканда, на земли Хорезма-Ургенча. Вы посмотрите, какого возраста там и какого вообще какие шедевры архитектурные стоят там, да, как это все выглядит, и какой уровень культуры, да, который вот там был донесен, по крайней мере, как минимум донесен был через именно исламские вот эти вот страны, он дошел до Европы, потому что во время Средневековья там огромное количество библиотек было уничтожено, там древних, и много чего погибло. И дошло до нас только за счет того, что оно вот через исламские культуры было сохранено. И поэтому когда ты это читаешь, когда ты начинаешь это понимать, что для каждой республики так было сделано, для каждой, и ты начинаешь думать, хочешь ли ты бороться, грубо говоря, за этот Советский Союз, как некоторые сейчас, а там мороженое было вкуснее. Ребята, про мороженое, во-первых, было ли оно вкуснее, теперь же большой вопрос, да? А во-вторых, не в мороженом же дело на самом деле. Вот. Я уже молчу, что мороженого был один сорт на целый город. Один сорт, да, и все. Я не знаю, в Москве было, конечно. У нас рассказывали, что в Москве было эскимо. Мама моя. Ты это эскимо пробовал, да, когда первый раз в Москву приезжал там? В 16 лет я первый раз приехала. А до этого, да, у тебя один сорт мороженого, конечно, вкусное. Да, конечно, интересно, раньше не знали такого. Анна, вы говорили, что была очень интересная у вас история вообще и знакомство с мужем. Во-первых, скажите, как вы познакомились со своим мужем? Мы познакомились, да, мы учились, поскольку в университете оба, да. Я уже была после больницы и на костылях, то есть вот уже было такое восстановление. Попала в ДТП, очень сильно переломалась, очень сильно, на мано, и 3 месяца на вытяжке. 3 месяца на вытяжке, да я вам скажу такое, ничего, такое испытание,
Кто на вытяжке бывал, тот примерно представляет. То есть это не 3 месяца в гипсе, это 3 месяца на вытяжке. Это ты привязан, растянут на кровати, да, и это очень интересно. Ну, неважно. Главное, что да, что, значит, это все дело прошло. Был период восстановления, я ходила на костылях на тот момент. И вернулась я в свое общежитие университетское. Потому что, как-то... во-первых, родителям я долго не сообщала вообще, что я в больнице. Я писала, что все хорошо, что все в порядке, что я учусь, что я там студентка. Вот, потому что на тот момент у меня у мамы на руках была бабушка лежачая. То есть я понимала, что мама с папой не могут все бросить, приехать тут меня еще спасать. Вот. Ну и потом я как-то знала, что все будет хорошо. В общем, все это вот. Поэтому вернулась я в свое, значит, общежитие. И на костылях, значит, ходила по общежитию. Я вообще была такая довольно... Меня все знали, в общем, а тут... Живая и активная, как и сейчас. А тут знали совсем все, да. То есть я была довольно такая... активно общалась с людьми, вот, многих знала. И вот, поскольку, да, я играла в преферанс, любила играть в преферанс, то вот мы познакомились за преферансом с моим мужем. С ним, это была такая компания очень интересная. Вот 3 истфаковцев, они играли в преферанс, один из них Лев Трубецкой, еще один там парень Сергей, не вспомню, наверное, фамилию, да, и вот мой муж. Вот. Но я на самом деле, конечно, это я уже его себе увидела, присмотрела и спросила, где я могу с ним познакомиться. Мне сказали, что вот играют они в преферанс, вот, и я к ним напросилась 4-й. И мы играли в преферанс по пятницам. О, как интересно. В итоге потом вы начали встречаться, вы поженились, когда еще учились вдвоем в Москве? Когда были на 2-м курсе, да? Да, после 2-го курса, это было летом, я была на костылях, прямо на костылях мы приехали и расписались. То есть как таковой свадьбы у нас не было, мы приехали в джинсах, рубашке, на троллейбусе. На троллейбусе, в принципе, на костылях удобнее, я вам скажу, потому что в машину это еще надо сесть и из нее выйти, это довольно сложно, а в троллейбус проще войти. То есть, так. Это такой лайфхак для кого сейчас ходит на костылях. Садитесь на троллейбус и не вызывайте такси. Да? Хорошо. Анна, когда вы приехали в Минск, вот самое первое впечатление еще до того, как вы увидели Мирский замок? Что вы почувствовали? Один раз я проезжала, я вам скажу, я увидела Беларусь раньше. Я проезжала, мы ехали в 91 году на встречу с Папой Римским. Была такая в моей жизни история. Мы ездили в 91 году. Иоанн Павел II в Польше делал такой съезд, молодежный форум большой, и приглашал молодежь со всего мира. И нам уже, студенты филфака, хотелось посмотреть. Это мы после 1-го курса. Но мы спросили, нам говорят, да, можно через костел, оформляйтесь, записывайтесь в списки и поехали. Мы говорим, мы как бы не католики, вообще не верующие. Не вопрос, сказали нам. Папа Римский не с верующими делает встречу, а с молодежью. Он хочет встретиться. Вот, и вот мы поехали. Это было совершенно удивительно. Я несколько раз видела Иоанна Павла II, слышала его мессу в Кракове на площади по-польски и понимала ее. Вот это, кстати, важный момент, потому что я из наших 5 я ее понимала, у нас 5 была компания, которая отбилась от большого коллектива, и мы отдельно как бы остались в Кракове, сами обеспечивали там себе как бы ночлег, и еду и прочее. И вот у нас 5 филфаковцев, да, 2 мальчика, 3 девочки, такие вот, просто те, кто хотел посмотреть Краков, мы отбились в сторону от группы, которую повезли дальше, не дав увидеть Краков. И мы остались, и, смотрели Краков. И таким образом мы попали на мессу, туда вот, на главный рынок в Кракове. И вот я понимала, о чем он говорит, Папа Римский, он очень чисто, очень красиво говорит, это было очень понятно реально. Вот. И я переводила нашим, они не понимали. А те, кто был с вами в компании, они были россияне или белорусы? Россияне. Россияне обычно не понимают ни польский, ни Так я на тот момент же тоже была россиянка, которая как бы
Вот я про это и говорю, что тогда Это была меня любовь к Беларуси уже. удивило меня это тогда. Тогда же, кстати говоря, мы встретились с компанией, мы тогда очень много общались с теми, кто в Кракове, вот, к разным компаниям прибивались, нас расспрашивали, мы расспрашивали людей. Помню, встречали новосибирцев, которые рассказали, что они ночевали в монастыре сестер-молчальниц бернардинок. И моя эта компания, 4 этих человека, значит, еще, они такие говорят, так, мы тоже хотим ночевать в этом, значит, монастыре 12 века, хоть ты тресни. Я говорю, ребят, нет, Аня, давай будем искать. И вот мы искали, я была самая говорящая, по-польски. Все говорили на всех языках, у нас был английский, там, немецкий был, вот, но, Аня, давай, не пойдем обычно ночевать там, как нас в другие монастыри приглашали, и один раз там мы ночевали у человека просто в доме, он нас взял, чтобы мы не остались на улице, то есть по-разному, в школе ночевали, один раз ночевали под открытым небом в школьном дворе, вот, то есть утром проснулись там от баскетбольных таких ударов по кольцу, там, интересно, вот, и мы встретились там с украинцами. Напомню, 91 год, август месяц. И один из них был депутат Верховной Рады Украины. Мы разговаривали, он говорит, вот смотрите, что происходит в Баку, что происходит там, в Вильнюсе. Смотрите, как ужасно, да, там действительно это были события 91 года. И он говорит, вы же ведь, обращаясь к нам, как к русским, вы же, когда по Киеву вы поедете на танках, то что? Я говорю, да вы что? Да никогда, да ни за что, как так? Он говорит, во-первых, давайте о Баку почему, да? Там, когда саперными лопатками людей рубили. Я говорю, там все-таки другой народ, все-таки это не, достаточно, можно натравить, потому что другая культура. То есть это как-то можно... говорю, против украинцев невозможно, русский народ невозможно поднять против украинцев, потому что это же очень близкий народ. И я ему так с жаром это объясняю, он говорит, да? А вот, говорит, посмотри, вас 5, и вот с таким жаром убеждаешь сейчас меня, ты одна, 20%. На то время уже стало все понятно, он уже понимал. Не то чтобы... Они опасались сразу, потому что они видели, что происходит. Это был 91 год. Но вот такого, понимаете, с таким жаром, да, что мы не будем, вот точно мы знаем, что мы не будем, да, вот у меня оно было, это понимание. А у остальных, они, может быть, и считали, что, наверное, не будем, но так, поспокойнее, чем я, поспокойнее. Хотя, конечно, я надеюсь, что мои вот эти коллеги, я их потеряла из виду, не знаю, как у них сейчас дела, это была такая ситуативная кампания на тот момент, она так и распалась сразу. И мне не знаю, как они сейчас, честно сказать. Надеюсь, что они в числе тех 20%, которые против. На самом деле, я так понимаю, в России тоже не 20% против. Я думаю, что там 60% против, 20% активно. Да, возможно. Анна, в каком году вы окончательно все-таки переехали в Беларусь? 2004 или 2005, сейчас посчитаю. 4. Это аспирантуру закончили в 2004 Да. И сразу же в Беларусь? Да. И уже без всяких, ребят, вопросов. То есть за то время, которое с 93 по 2004, видите, прошло 11 лет, да? 11 лет. И за это время я уже окончательно поняла, что я не хочу оставаться в Москве, что я еду в Беларусь как в свою страну, как в свой город, как в Минск, как к своему народу. То есть за это время, когда мы первый раз приехали в 94-м, я помню, мы ходили на управу БНФ на Варвашине 8. Еще на костылях я ходила. И мы ходили, и к нам обратились по-белорусски. И там немножко управление было у глагола другое. Я чуть-чуть, то есть я поняла, про что меня спрашивают, но немножечко я недопоняла, я так, то есть я еще тогда, у меня белорусский был такой, знаете, такое
Вот. Ну а сейчас я белорусский, ну понятно, что я понимаю его прекрасно. Ну, я і размаўляю, калі што, калі трэба, ці калі я там ожидаю, ці калі што. Але мне некалькі так не ёмка, таму што я раблю шмат памылак. Я вось тады я разумею, што у мяне нет магчымасці гаварыць вось так, як я б хацела, калі вось такімі, знаеце, выразамі, такімі вось такімі ідэаматычнымі выказваннямі, такімі можа. Так, вось таму што па-расійску я размаўляю ну наколькі я разумею, я размаўляю добра, прыгожа і больш-менш так вось так з чымсьці такімі, можа, яскравымі, больш-менш такімі словамі там прыказкамі там што. А вось па-беларуску не. І тады, калі я вось гэта чую, то мне неёмка, і тады я але трэба, і я ведаю, што трэба, і я ведаю, і я, паколькі у мяне зараз вось гэты пасіўны вось гэты слоўнік так, ці магу я па-беларуску слоўнік сказаць, ці словарь, да, пассивный словарь, вокабуляр, поскольку он так наполняется, то я, конечно, рассчитываю. Надо продвинуться в знаете, языке, что да? Надо вообще назвать дату для себя, потому что так можно откладывать и откладывать. Да, надо ставить дедлайн, абсолютно с вами согласна. Я вот думаю, надо назвать для себя дату, когда реально надо переходить, конечно. Это очень приятно слышать, то, что человек, который все-таки родился в России, получал российское образование и сейчас говорит на белорусском, по крайней мере, пытается, потому что вы очень уважаете этот народ, в котором вы живете уже довольно-таки продолжительный период времени. Анна, скажите, а вот вы переехали из России в Беларусь, вы там жили, вы, я знаю, что вступили потом в политическую партию, оппозиционную партию, которая называется Объединенная гражданская партия. Вот что вас подвигло? Вот что вам не нравилось в Беларуси? Что вы осознали? Почему вы приняли такое решение идти в партию оппозиционную? Чуть-чуть добавлю вот про языки, я там не договорила, и немножечко поэтому сложилось такое впечатление. Дело в том, что вот почему я понимала, я потом для себя проанализировала, почему я понимала Папу Римского, говорящего по-польски. А потому, ребята, что я каждый год ездила к бабушке своей на Кубань. И в нашей станица Мингрельская, Краснодарского края, в ней говорили на языке, как я сейчас понимаю, практически на украинском. Это был практически украинский чистый язык. Там было вот такое «Відчини вікно», «Не займай», «Не чапай». Там вот такие вот. Старославянский, наверное, ближе. Украинский. Это реально украинский язык. Я потом, когда я послушала вот украинский уже, да, я поняла, что моя станица, у нас был пивень, гарбузы, и бурак, и вот это все. Буряк, правда, он был. Не бурак, буряк. Вот. И я помню, мне было 6 лет, когда бабушка такая разговаривает с соседкой, что-то про то, что там буряк надо принести. И я такая, бабушка, я сейчас принесу, побежала. Мама кричит вслед. Анечка, мама, ты ж ей не объяснила, что такое буряк, откуда же она знает? И я волоку, значит, эту свеклу. Мама говорит, откуда ты знаешь? Я говорю, ну как, большая свекла называется буряк. Ну я же слышу, бабушка называет большую свеклу буряком. То есть я вот поэтому, дело в том, что я сталкивалась с детства с другим языком. Он, конечно, в России называется южно-русские диалекты, чтобы вы понимали. Да, это не называется украинским, но реально это украинский был язык. И поэтому вот это с детства оно сохранилось. Понимаете, сохранилось просто понимание, что люди вообще разговаривают на разных языках. И что один язык не может быть лучше другого, богаче другого там, или там, как это сказать, более литературным, чем другой язык. То есть, что есть разные языки, что это абсолютно уважаемая такая вещь, что нужно понимать. И тогда ты легко тогда включаешься и в польский, потому что это вообще-то не проблема. Ведь русские не могут понимать другой язык, например, белорусский, не потому что они не могут, а потому что у них в голове стоит блок. Вот как бы, если бы они попытались и захотели понять, они бы поняли. Это не так сложно. Но они этого не делают. То есть у них стоит блок, что это какой-то другой язык, который я не хочу понимать. Вот если бы они... И украинский. Как можно не понимать украинский язык? Расскажите.
Ну, многие россияне не понимают. Я просто сама, я училась в российском вузе, и я прекрасно помню, как я скажу что-нибудь по-белорусски, вот когда меня ребята попросят, они абсолютно ничего не понимают и не хотят, в принципе, даже понимать, потому что, ну, в какой-то степени они выступают как, наверное, националисты. Но это и плюс, это и минус. Это я вот в украинском, когда на украинских каналах, значит, там стримы, украинцы вообще практически только в стримы зовут. Они не любят записанное телевидение, у них сейчас очень жесткая журналистика такая. Они после такого вот этой встряски, да, политической, которая у них в стране произошла, и они предпочитают стримы. То есть они хотят людей слышать, вот политиков, они хотят слышать сразу в прямом эфире, они не хотят записи. И поэтому часто я на стримы попадаю, значит, в украинские каналы. И вот помню, попадаю, значит, и мне такие, значит, в эфире, я уже выведена на экран, и меня спрашивает ведущий, ну, ці то будете вы меня разуметь по-украински, ці треба, или я должен перейти на российскую. И я такая, ну, конечно, размовляйте на украинской, коли что, так я, может, перепрошу, але ничего. И весь зал, а там еще студия, и все такие, вау! Все, дальше мы разговариваем, он по-украински, я, правда, по-русски, значит, ну, мы прекрасно друг друга понимаем. И в конце я теперь всегда после украинских каналов я получаю приглашение в Киев и в Украину, и везде, ну, мы вас тут ждем всех, Светлане Георгиевне передайте, и Анна, и вы, и все. То есть я, на самом деле, как бы, если вы уважаете людей, вы уважаете народ, и вы хотите понимать язык, понять, то понять несложно. Если вы не поняли, переспросите, проблемы в этом нет. Но если вы упорствуете, да, и говорите, а я не буду, потому что русский как там самый великий, могучий, там и самый крутой, а остальные языки? Мне сразу хочется спросить, подождите, а язык Шекспира так, ну давайте уже, хорошо, окей, там, да, но... Это ровно, наверное, как и с религией происходит. Кто-то считает, что его религия самая важная, вот, поэтому это очень такая, да, спорная тема. Но давайте вот вернемся к политической партии. Вот очень интересно. Что вас подвигло все-таки прийти в Объединенную гражданскую партию? Ну, знаете что? Значит, я же не пришла в партию как в партию, конечно. Во-первых, начнем с того, что, ну, мой муж историк, который в России, значит, он, ну, уже имел какие-то, он ну, как бы ходил на какие-то, вот знаете, бывали там украинские, белорусские, белорусская суполка была организована. Это был 90-й год, 91-й, знаете, это дело шло вот как раз про независимость. 91-й год, подписание Беловежских соглашений. Поэтому тогда еще они даже в своем посольстве вот с нашим бело-красно-белым флагом, с погоней, то есть это было совершенно естественно. И у них было такое землячество белорусское, и все белорусы были такие натхненные, они по-белорусски разговаривали и со своими флагами регулярно. И в Москве бывали такие какие-то встречи, митинги с нашим флагом. И помню, где-то в конце 90 каком-то году, пятом, шестом, помню, Северинец приезжал, на какой-то они делали пикет около там, ну, в Москве. Они потом еще забыли лозунги, они у нас там остались. Вот, и были. Вот, ну, я к тому, что, как бы, и поэтому мы, в принципе, были вписаны вот в исторический контекст, в то, что происходит. Вот. И потом мой муж, а вот как он, вот не знаю, короче, как он познакомился с нашими из Объединенной гражданской партии, но как-то познакомился с Добровольским через Альфера. Вспомнила, через Альфера. Был такой Сергей Аркадьевич Альфер, он и есть, но немножко сейчас отошел от политической деятельности, занимается профессиональный, юрист известный. Вот. А он сначала заканчивал химический факультет БГУ и учился у моего свекра на химфаке БГУ. Мой свекр вместе с ним был, по-моему, его научным даже в аспирантуре. Вот. И мой свекр, да. И так вот Сергей Аркадьевич Альфер. И все мы отдыхали на нашей любимой Плисе, где мы всегда отдыхаем. И Сергей Аркадьевич тоже Альфер на соседней поляне. И вот так, наверное, через Альфера Евгений, мой муж, познакомился с Объединенной гражданской партией. Вот. А я уже пришла как бы через него, познакомилась с Александром Добровольским, когда меня в 2006 году по политическим мотивам вот, значит, сократили на работе, и я первое время пыталась найти работу, но... Расскажите подробнее, как вас сократили по политическим мотивам? В Беларуси уже? В Беларуси, да, 2006 год.
Ну вот очень быстро, за 2 часа, я говорю, накануне 26 апреля, накануне Чернобыльского шляха, просто сделали полное переформатирование отдела, не сказали мне ни слова, но за 2 часа. То есть было понятно, что за политику, совершенно точно, но не произнесли ни слова. Ну, то есть я не могла ничего не привлечь, как бы, вот. Но мне выплатили компенсацию за 5 месяцев, то есть за 2 месяца отработки, за 3 месяца потом, как бы, то есть вот полностью мне выплатили за 5 месяцев, только чтобы меня не было, за 2 часа. Я, ну, пришлось как бы, да, но я думала, что я быстро найду работу. А когда я находила работу, мне говорили: ой, классно, вы нам так подходите, вот, ой, чудесно там все. Осталось там у руководства подписать просто буквально. И потом мне звонили, говорили: ой, извините, не получится. И когда так 2-3 раза произошло, я поняла, что речь идет о том, что я попала вот в те самые вот эти списки. А где вы работали? Можете назвать эту организацию, с которой вас уволили по политическим мотивам? Не хочу даже. Хорошо. Даже не хочу называть. Сейчас уже, в принципе, Привет им можете передать сейчас. старое ворошить. Знаете, это просто по-хорошему, все равно надо было тогда поднимать, наверное, шум. Но знаете как, кажется, вроде бы, ну ты с людьми работал, да, тебе вроде бы тоже, тоже вроде бы не хочется. Хочется расстаться с людьми по-человечески. Тем более тебе говорят: ну вот вам компенсация, 5 месяцев, там все. И вроде бы ты как бы не... Есть такое, знаете, я потом видела много раз, когда к нам уже приходили, ко мне, когда я работала в Объединенной гражданской партии пресс-секретарем. И приходили люди, и тоже вот они говорят: ну меня уволили, но я согласился и подписал по соглашению сторон. И ты говоришь: ребята, ну так не делается. Если увольняют по политическим мотивам, если вас давят на вас, да, и по политическим мотивам, да, то тогда пусть увольняют. Вот пусть они уволят именно увольнением, да. Если они уволят увольнением, мы с вами подаем в суд, мы с вами можем бороться, мы можем отстаивать. Если вы подписали по соглашению сторон, то тогда ничего ты уже не сделаешь против этого. В том смысле, что ну, ты согласился. То есть за себя надо бороться. А не хочется, потому что ну, ты же с этими людьми работал. Они к тебе тоже по-человечески. Причем, как мне объяснили потом, говорят: а ты что, не знала, что один из охранников ГБшник? И он видит и все сечет, и просто себе за звездочки он тебя сдал даже не потому, что ты там, я ни к этой политике тогда вообще не имела особо. Я занималась своей работой. Я политикой там не сильно я занималась. Просто я рассказывала коллегам, что происходит на площади. То есть, ну, они утром около меня собирались, спрашивали: ну что там, наши еще стоят на площади? И у меня была свежая информация, я говорила: да, наши еще там на площади, или там сейчас наших вот зачистили там и прочее. Вот это все, что ничего там я не занималась особо политикой на тот момент. Я была только сочувствующая, но какой-то ГБшник выслужился, заработал себе какие-то следующую звездочку просто так. И я оказалась вот выкинутой. И когда я не нашла уже нигде работу, и получилось так, что я действительно вот так вот остаюсь, вот, то вот тогда получилось, что я пришла в Объединенную гражданскую партию. Я просто пришла это рассказывать вот Добровольскому Александру, и там мы познакомились. Вот. И потом я оказалась уже в партии, стала работать для партии. И долгое время работала. Ну, вы сейчас жалеете о том моменте, что вас уволили, и вы не подняли этот вопрос? Не отстояли? Ну, знаете как, я вообще никогда не жалею. Я хочу сказать, есть такая... Никогда нельзя жалеть о том, что ты сделал. Ты принял какое-то решение определенное, и всегда его надо уважать. Ты его принял, исходя из тех данных, которые у тебя были на момент принятия решений. Если у тебя такие данные на этот момент, и ты принял такое решение, молодец. Все, если оно принято, не нужно никогда жалеть о принятом решении. Совершенно неизвестно, что было бы дальше. Потому что в этот момент, да, произошло бы какое-то расхождение. Мы пошли по другому сценарию, неизвестно, как было бы дальше. И не жалею. То есть любые решения, которые принимаешь, надо уважать. Анна, вот вы сейчас занимаете должность заместителя председателя партии. Скажите, что сейчас входит в ваши обязанности? Чем вы занимаетесь в ОГП? В Объединенной гражданской партии сейчас, по сути дела, я занимаюсь, вот, как вам сказать, обеспечением связи со штабом Светланы Тихановской или как-то так. Но на самом деле, если честно, да, я, конечно, в основном я сейчас работаю только как пресс-секретарь Светланы Тихановской очень плотно, потому что очень много работы
очень много. И получается, что регулярно возникают какие-то события, в результате которых на нас обрушиваются вот запросы прессы, на интервью со Светланой и иногда вот на какие-то мои интервью, как официальная позиция штаба, либо пресс-секретаря. И, соответственно, я занимаюсь вот этим. Вот. Поэтому партия, конечно, в этой ситуации страдает, именно как моя работа для партии. Но, с другой стороны, я хочу, чтобы наши зрители понимали, что вот те, кто думает, что только сейчас началась какая-то там борьба за демократию в Беларуси, только сейчас. Вот 3 месяца назад еще мы были счастливы, а теперь мы вот поняли, что мы хотим там честные выборы. На самом деле в Беларуси всегда были оппозиционные партии, которые боролись за демократическое развитие, за вот этот путь развития для Беларуси. Начиная с 1996 года, когда произошел вот этот вот уже полностью конституционный переворот, который Лукашенко совершил, когда он разогнал Верховный Совет 13-го созыва, вот уже тогда, с 1996 года, стало понятно, что Лукашенко, вот с этого момента он стал, конституционный переворот совершен. То есть дальше он нелегитимен с этого момента. И постепенно его диктаторские вот эти вот взяли верх, он превратился вот именно в диктатора, а теперь и в узурпатора власти. Да. Вот. А это с 1996 года начиналось, и уже тогда боролись и депутаты БНФ, о чем они пытаются сейчас рассказывать и вспоминать об этом. В 1999 году, я напомню, были уничтожены оппоненты Лукашенко, те, кто реальную угрозу для него представлял. Геннадий Карпенко, Юрий Захаренко, Виктор Гончар. Но они были уничтожены тогда, когда они полностью попытались, там речь шла о создании как раз альтернативного вот центра избиркома. Виктор Гончар был председателем Центральной избирательной комиссии. Вот он был председателем Центральной избирательной комиссии, легитимным. Я так понимаю, это назначалось тогда, наверное, парламентом. Ну, то есть это, там есть целая процедура. Вот. И он был председателем. И в 1999 году, значит, пытались вот создать они, так сказать, прекратить вот эту вот нелегитимную власть Лукашенко, остановить его на этом пути, но им это не удалось. Его вынесли просто из кабинета, и на это место была посажена Ирмошина. И вот она была посажена абсолютно незаконно на эту должность, просто вот ее привели, посадили и назначили. И, не знаю, указом президента или что это было сделано. То есть и с этого момента совсем развитие страны пошло политически не в ту сторону. Вот, и были Захаренко, Гончар, были просто похищены, ну и, как мы понимаем, убиты тогда же. А Геннадий Карпенко скончался при невыясненных обстоятельствах. Ему было всего 49 лет, при том, что у него не было проблем с сердцем. Ну, то есть, это, знаете, это тоже такой очень большой вопрос, что это было. Скорее всего, это тоже насильственная смерть. И вот после этого уже дальше каждый, 2006 год, помните, было очень большое студенческое было движение, палаточный городок, пытались, боролись, площадь стояла, но, видите, не удалось опять. 2010 год снова огромная площадь, уже там порядка 150 тысяч человек, но тоже нам не удалось. То есть, видите, как получается. То есть я бы сказала, что те, кто только сейчас открыл глаза и увидел, что вот мы оказались в такой стране, на самом деле мы знали и раньше, что это происходит. Я к тому, что если быть внимательнее к своей стране, и вот сейчас, когда мы с вами отстоим свою демократию, надо понимать, демократия такая штука, она требует работы постоянной. Она сама по себе не держится. Если ее упустить, вот прохлопать ушами, когда у вас разогнали легитимный парламент, и не выйти на его защиту, в 1996 году, я хочу сказать, вот с этого момента дальше все будет все сложнее и сложнее. Дальше будет все сложнее и сложнее. Поэтому политикой, скажем так, политика — это наша жизнь. Каждый раз мы
Взаимодействие с государством — это политика, а взаимодействуем с государством мы с вами ежедневно, на самых разных проявлениях, в самых разных уровнях, на самых разных. Начиная, наверное, от цен в магазине до действительно обсуждения каких-то таких политики международного уровня. Да, все верно. Анна, скажите, как вот по вашему мнению, что ждет Беларусь в ближайшее время? Вопрос чудесный, я вам скажу. Вопрос чудесный. Но смотрите, если порассуждать, ситуация тяжелая, то, особенно то, что происходит в стране, да, невозможно, вообще невозможно смотреть, невозможно читать новости, а сердце разрывается каждый раз, когда приходит очередная новость. Когда пришла новость про разворот самолета Афины, Вильнюс, и когда стало ясно, что там находится Протасевич, это просто вообще... Я не спала ночь, потому что я, например, прекрасно понимала, что последует дальше. Это просто... Тут, как сказать... в общем, и вот смотрите, может ли жить страна, на такой степени вот постоянного напряжения, такой степени боли и степени ужаса, в который повергнуты люди. Можно ли к этому привыкнуть? Знаете как? Есть несколько же аспектов, да. Вот даже чисто вот такой эмоциональный и вот такой, да, он сам по себе предполагает, что так быть не может, и эта ситуация должна разрешиться, да. Как именно разрешиться? Тут два пути же, вы понимаете. Пути два. Либо мы побеждаем и начинаем строить демократическую Беларусь, либо Северная Корея. Давайте прикинем, значит, насколько возможна Северная Корея. Вот сейчас эти закрытые границы. Шаг туда же, туда же. Закручены гайки, но... Смотрите, мы находимся реально географически, во-первых, в центре Европы, да, реально в Европе. У нас культурный код европейский, на самом деле. Очень, белорусы очень, они вписаны в европейскую культуру. У нас огромное количество виз. Белорусы, самое большое, если я правильно помню, шенгенских виз на долю населения, да, насколько там. И поэтому все бывали в Европе, все видели, как это происходит, все знают, как должно быть. То есть сложно людей, которые это видели, знают, понимают и хотят, их сложно превратить в Северную Корею. То есть насколько это вообще возможно? Я думаю, что нет. То есть я думаю, что нет. Интернет, в конце концов, который все-таки невозможно сейчас вытащить Беларусь из интернета, полностью убрать интернет. Если его невозможно убрать, значит, он будет продолжать оставаться, значит, мы будем обходить, значит, мы будем получать информацию, значит, все равно все это будет кипеть внутри этого котла. То есть невозможно это подавить. Вот подавить невозможно. Плюс культурные вот эти вот само восприятие самих себя. То есть не может это не может превратиться вот так. Чисто экономически даже, давайте возьмем. Если сейчас происходит эта блокада, она, скорее всего, действительно будет образована, потому что создается большая коалиция такая цивилизованных стран, европейских государств, которая снаружи сейчас действительно займется вплотную режимом Лукашенко. То, что они совершили с вот этим захватом самолета, это реально выстрел в ногу на самом деле, без всяких уже там, потому что это переход на мировой уровень терроризма. Если раньше это был террор внутри страны, и мы такие везде вот рассказывали в мире, вынуждены были фотографии показывать и говорить, вот, понимаете, что там происходит. И люди на эмоциональном уровне, да, они подхватывали, но знаете, как логика людей все равно, она им не позволяла, в принципе, это принять, что да ладно. Это, наверное, какие-то случайные, не знаю, фотографии. Знаете, как срабатывает. Да. То есть у человека же есть какая-то защитная такая реакция, которая говорит, да не может такого быть в 21 веке, в центре Европы, что вы. И поэтому, а вот сейчас, когда реально захвачен самолет, то есть люди на самом деле
включились. Вот мировое сообщество включилось, что, а ведь смотрите, то есть то, что нам говорили, было правдой в полной мере, в полном объеме, что режим абсолютно неадекватен и что он переходит грань. Они перешли эту грань и показали это всему миру. И вот сейчас весь мир вынужден принимать решение. Почему? Потому что это прецедент, очень опасный прецедент. Если сейчас не остановить, то вопрос не в том, что Лукашенко продолжит. У него там не так много возможностей что-то продолжить. Но дело в том, что кроме Лукашенко на Земле существует еще ряд режимов, которые, посмотрев на это, они сейчас ждут. Если Лукашенко выпустят в этой ситуации так сказать, без потерь, то тогда вообще вот это вот, перелеты над всем миром, они вообще становятся тогда очень-очень большой вопрос по безопасности граждан. Потому что после этого, возможно, тогда это будет продолжаться. То есть сейчас наступает этот момент, когда мир понял, что то есть мы стоим вот как в 1939-1940 году, вот эти вот этап умиротворения агрессора, так называемый, да, когда вопрос, что лучше, ссориться или не ссориться с какими-то режимами, которые готовы переступать черту. И вот сейчас тот момент, когда, насколько я понимаю, весь мир принимает это решение, и, слава Богу, весь мир, из того, что мы видим, да, Европейский Союз, вот как сказал Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов, он сказал, что я, говорит, за 10 лет в политике, в большой политике, которой я вот плотно этим занимаюсь, я впервые вижу такое единодушие европейских стран. То есть есть, знаете, разные, у каждого свои интересы в ЕС. Кипр все время пытается свои интересы решить и говорит: подождите, я не буду голосовать, потому что вы тут за мой не проголосовали. Давайте, вот вы за меня тут проголосуете, а я там за вас. Вот, знаете, так вот, всегда это есть. Но в данной ситуации мы добились абсолютно полного единодушия Европейского Союза, мы добились полного единодушия обеих крупнейших партий США. И это означает, что по вопросу демократии в Беларуси, отношению к режиму, и, кстати говоря, к Светлане Тихановской как лидеру не оппозиционной, а демократической Беларуси, так вот, по этим вопросам в мире существует единодушие. Это важно. Мы этого с вами добились, это сделано, и это принципиальный шаг, после которого Беларусь будет демократической. Тут еще, опять же, мы с вами можем наблюдать вот что. В Беларуси сейчас происходит, практически не то чтобы развал экономики, давайте так не будем говорить. Хотя, кстати, экономически это очень сильно подорвет. Вот сейчас там же санкции американские включились против нефтяных компаний, против химического производства. И если еще затронет калийную сферу, а скорее всего затронет, то тогда это все вот статьи бюджета наполняющие, они все провалятся, все. Это означает, что уже не будет денег. Плюс это будет затронуто, то есть российские предприятия перестанут тоже сотрудничать, чтобы не попасть под американские санкции. Это означает, что, в принципе, те, кто считается союзниками или считался и поддерживающими компаниями, что они тоже сольются. И что произойдет? Да? Денег нет. Ближайшее окружение Лукашенко, которое привыкло эти деньги грести, не считая свои карманы, значит, они выяснят, что, их тоже карманы не наполняются, а скорее из их карманов, да, убывает. Вот. И встанет вопрос, а какой смысл? То есть вот встанет вопрос соотношения, да, цены того, что они поддерживают. Конечно, да, конечно, они повязаны определенными преступлениями совместными с режимом, это понятно и очевидно. Но с другой стороны, в какой-то момент для них станет понятно, что, продолжая поддерживать режим, они, во-первых, тогда должны соотносить длину своей жизни с длиной жизни просто Лукашенко, и все. То есть, а он уже не совсем здоровый и молодой человек. И тогда что? То есть любой из его
вот этих нынешних, значит, подельников, он что, должен будет вместе с ним лечь в могилу, как с сюзереном, что ли? Ну, то есть это немножко, ну, такой туповатый, да, вариант. То есть каждый сейчас должен думать, хорошо, а дальше, что будет после Лукашенко и что буду делать в этот момент я? Ну, давайте просто посчитаем реально, что к тому времени у вас останется из денег, если вы сейчас все это грохнете, значит, в поддержку режима на оплату вот этих наемников. Ну, окей. Ну, хорошо. Первое. Второе. Сейчас вы уже не можете лететь куда-то отдыхать. Дальше. Сейчас начинаются вопросы действительно личных санкций, да, когда отслеживаются активы, счета за границей. И сейчас, после того, как ФБР включилось вот в расследование захвата самолета, сейчас вообще будут интересные очень результаты. Очень интересные результаты, скорее всего. И это означает, что, в принципе, поддерживая дальше вот его, вот это ближайшее окружение, оно ставит себя в очень плохую позицию, в очень плохую. И они начнут сейчас это все взвешивать. И когда они начнут взвешивать, они начнут отваливаться. Он останется один. И когда это произойдет, это пойдет как снежный ком. Ну, очень надеемся, что начнут осознавать. Вот, Анна, недавно ситуационно-аналитический центр объявил мобилизационный план Перамога. Что вы думаете по этому поводу? Получится ли все-таки осуществить этот план? Подпишутся ли люди? Зарегистрируются ли? Значит, тут все интересно, потому что мне это тоже ужасно интересно, потому что я на это наблюдаю со стороны. Это наблюдаю со стороны. Я не нахожусь внутри, я то есть я так же, как вы, вот, могу только подписаться и ждать, какую информацию я получу, и где я должна буду находиться в час Ч, и как будут выглядеть мои действия. То есть я так же, как вы, нахожусь в такой же точно позиции. Вот. Но совершенно точно и совершенно понятно, что да, если мы с вами выходим на огромный марш, то мы должны, да, понимать, куда мы идем, кто идет впереди. Мне ужасно интересно, когда кто-то записавшийся открывает такое письмо в час Ч и написано: «Вы лидер, вы идете первым, значит, туда-то и туда-то». Я ну, как-то так я себе это вижу. Вот. Но в любом случае это абсолютно правильный шаг, потому что, да, мы должны сформироваться как организованная структура. Не как толпа, не как поток народа, да, а как структура, которая способна, которая понимает, кто ведет, куда идем, какая цель, и как мы ее завершаем. То есть для того, чтобы, если мы выходим, то достичь очень конкретных целей. Мне кажется, это хороший и правильный шаг в нужном направлении. Надеемся. Анна, и у меня будет к вам последний вопрос. Что бы вы сейчас пожелали лидерам оппозиции, нынешним лидерам оппозиции? Значит, большое количество лидеров оппозиции участвует в движении протеста. Я говорю, например, в частности, тех, кого знаю. Объединенная гражданская партия. Как начинали, подписавшись, доверенные лица были у Светланы из Объединенной гражданской партии, так сейчас и советники, и я как пресс-секретарь, мы находимся вместе со Светланой, и именно таким образом мы участвуем в формировании политического поля и будущих демократических преобразований. Вот. Николай Козлов, который поддерживал и входит в Координационный совет, Юрий Хощевацкий, который входит в Координационный совет, Анатолий Лебедько, бывший председатель Объединенной гражданской партии, который представитель Светланы Тихановской по конституционной реформе. То есть Объединенная гражданская партия полностью, скажем так, вписалась за Светлану на стороне протестного движения. Да, может быть, ребята неофиты, да, может быть, ребята не так давно в политике, но на то и лидеры оппозиции, чтобы прийти на помощь, встать рядом и свой опыт передавать. Поэтому это нормально. Всегда приходит молодежь. Да, всегда молодежь знает меньше, но именно поэтому нужно, чтобы более старшие товарищи рассказывали, как все было. Да, конечно, понятно, что есть какие-то, как вам сказать, может быть, даже обиды, что да, вот я, конечно, я понимаю вот эту ситуацию 96-го года, когда, да, народ не вышел защищать парламент разогнанный, не вышел.
Ну, не понимали на тот момент. Ну вот, ну что, да, нам пришлось пройти большой путь, чтобы стало понятно, чтобы к 2010 году вышло уже гораздо больше людей, ну тоже недостаточно, но по крайней мере, и чтобы в 2020 вот сформировалось вот такое движение. То есть, ну это вопрос, не знаю, нашей с вами работы, нашего продвижения наших идей. Да, сложно, но это не место, не время каким-то обидам и каким-то подсчетам. Опять же, на мой взгляд, каждый займет свое место в истории. Каждый займет свое место в истории. И будет записан и 96-й год, и 99-й, и 2006-й, и 2010-й. Каждый год получит свое освещение. Не нужно тут не опасаться быть забытым или неправильно понятым. Поэтому просто надо бороться, встать с дивана, прекратить писать какие-то, не знаю, стороннюю такую аналитику над схваткой. Сейчас над схваткой быть не может. Сейчас надо встать с дивана, надо делать, надо добиваться. Сейчас тот исторический момент для Беларуси, когда каждый из нас может, вот когда-то внуки, да, спросят, а где ты был в 2020 году? Что ты делал в 2020 году? В год, когда требовалось занять свои 2 метра, да, на площади. Ну, каждый должен понимать это. Сейчас время, когда необходимо сплотиться для победы, пожалуйста, все возможности будут открыты. Вы прекрасно понимаете, что будут демократически организованные выборы, выставляете свои кандидатуры, предъявляйте свои программы, у вас есть опыт многих лет, он у вас больше, чем у неофитов. Рассчитывайте на это, если вы сумеете убедить людей, если вы сумеете зажечь, повести за собой. Почему нет? Почему нет? Прекрасная возможность. Но для этого сейчас мы с вами должны добиться того, чтобы у нас такая возможность выбирать и быть избранным, чтобы она у нас была. Так что встаем с дивана и работаем. Анна, спасибо вам огромное, что сегодня пришли к нам, потратили свое время. Я знаю, что у вас очень его мало. Вот поэтому спасибо большое. А вы, друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. И живе Беларусь! Живе!